Почему ты снова все проиграл? Эпидемия лудомании прогрессирует. Почему азартные игры стали безмерно популярны? Линия, о которой ты ничего не знаешь. Сейчас расскажу. Из прошлого ролика вы уловили главную сущность букмекера. И что он сделает с вашим счетом, когда вы допускаете ошибки при регистрации. Те, кто не посмотрел предыдущий ролик и накосячил в регистрациях, поздравляю, вы уже стали марионетками букмекера. И он просто держит вас за яйца. Ну, не всех за яйца, но вы поняли. Девушки, прошу, без хейта. Я знаю, что вы прекрасно делаете ставки. И недалекий букмекер при виде вашего женского имени блокирует ваши учетные записи, режет лимиты, зовет на верификации. Я все это знаю. Все пройдено. Он наблюдает за вами, как вы пытаетесь его обыграть. И при удобном случае обнуляет ваш счет вполне законно. Но сегодня будет иная тема. В каких странах находить турниры? На какие виды спорта ставить? Какие матчи выбирать? На что ставить? Или напишем в поисковике ставки на спорт, договорники, железобетонные экспрессы, прогнозы недели, заносы туда же недели. И накормим гребаных балаболов-каперов. Выбор за вами. Все-таки я верю в нашу аудиторию. И вы так не делаете. Давайте копнем поглубже. Прям до опарышей букмекерского бизнеса. Откуда берутся коэффициенты? Как пишется линия на матч? Кто ее придумывает? Что такое маржа? Почему кэфы туда-сюда постоянно меняются? Что вообще происходит? Двигаем дальше. Линия – это событие с котировками. Куча матчей со всякими цифрами, коэффициентами. Котировки коэффициентов показывают вероятность выигрыша той или иной команды. Соответственно, чем ниже КФ, тем больше вероятности выигрыша у этой команды с точки зрения букмекерской конторы. Сука, я гениален! Эти котировки даются как до матча, по-другому называется пре-матч, так и в режиме лайв. Лайв – это когда матч уже начался и продолжает в данную секунду. Котировки в режиме лайв двигаются молниеносно, то в одну сторону, то в другую, выявляя все нового и нового фаворита. Котировки на линию пишет аналитический отдел путем статистических подсчетов, травм игроков, погодных условий, личных встреч и многих других факторов. В основном это профессиональный аналитический отдел, проживающий в зарубежных странах. Эти аналитики работают в таких крупных компаниях, как Kambi, Sportradar, BetGenius, по-другому BetRadar, и обслуживают таких букмекерских мастодонтов, как Bet365, Pinnacle, William Hill. Возможно, вы слышали об этих компаниях. В телеге оставлю ссылку. Малоизвестные и никому не знакомые букмекерские конторы, вдобавок к этому еще и с плохой репутацией, не пользуются услугами профессиональных аналитиков. Им проще по старинке украсть информацию, переписать коэффициенты от ведущих топовых букмекерских контор нашей страны. Все они делают вручную. Давайте разберем, какая бывает букмекерская линия. Из моего личного опыта я выделил два типа линий. Белая линия ассоциируется как что-то чистое, безупречное. Серая линия звучит как что-то мутное и отстраненное. Букмекеры называют ее помойной линией. И это не просто так. Позже расскажу. Давайте начнем с белой, самой популярной. Белая линия самая обычная, самая крепкая и непоколебимая. Сдвинуть ее коэффициенты в ту или иную сторону практически невозможно. Она самая сильная линия. Букмекеры называют ее железобетонной. Лимиты там огромные. Практически никаких задержек в приеме ставок. Коэффициенты никогда не блокируются на эти исходы.
Допустим, вы начинаете ставить максимальными суммами. И очень часто замечали, что после вашей ставки коэффициент затухает. То есть вы дальше на него повторно не можете клацнуть. Ждете какое-то время, и он снова появляется. Вот именно про это я вам говорю. В белой линии такого нет. Коэффициент всегда черный, и вы всегда можете поставить на него повторную ставку. Букмекеры просчитывают практически все в данных матчах и не боятся принимать большие деньги. Опередить их, поставить на после гол невозможно, если, конечно, вы не обладаете инсайдерской информацией, в чем я практически уверен. Тут матчи мировых первенств, которые на слуху почти у каждого человека. Например, НБА, Национальная баскетбольная ассоциация, которая в Америке, где играют самые лучшие из лучших баскетболистов мира. Лига чемпионов в футболе, первенства Англии, Италии, России. Мировые теннисисты, участвующие в грандиозных турнирах, такие как Роланд Гаррос, Australian Open, Уимблдон и многих-многих других турнирах. Эти турниры не нуждаются в представлении. Каждый из вас в детстве уже слышал про эти знаковые спортивные соревнования. Все профессиональные аналитики мира рассчитывают коэффициенты шанса выигрыша той или иной команды. Они просчитывают каждую мелочь этих соревнований, вплоть до того, что у игрока может не быть мотивации, возможно, проблемы в семье и прочее, возможно, кто-то просто не покушал кашку. В общем и целом, до самых абсурдных мелочей. Котировки на белую линию настолько крепки, что найти слабую брешь практически невозможно. Даже если кто-то из игроков поспит не 9 часов, а допустим 7, аналитический отдел будет в курсе и отразит эту информацию на котировках коэффициентов. Букмекер будет знать это наперед. Тут работают профессионалы. У них куча инсайдерской информации. Я сейчас не про каперов. Хотя по сути каперы те же букмекеры. Только они не могут охватить настолько обширное количество матчей, как это делает профессиональный аналитический отдел. И дают свои прогнозы на несколько матчей. И то, если не обманывают. Честных каперов примерно столько же, как и честных букмекеров. В основном, в 99% это обманщики, продающие свои прогнозы по линии, договорники, леваки, ЖБ-экспрессы и так далее. В будущем расскажу поподробнее о них, но сейчас не об этом. Приведу вам пример, что о белой линии знает очень большое количество людей. В выходные дни, зайдя в любой паб, вы это поймете сразу. Кто сегодня выиграет, кому сегодня не нужны очки, кто сегодня в плохой форме. Возможно, кто-то узнает себя сам. В этом и заключается белая крепкая линия. Ее плюс-минус знают все. Мы с другом очень часто любили слушать таких прогнозистов и ставили совершенно в другую сторону. Также можно спросить у друзей, кто сегодня выиграет, и поставить в другой конец. Не знаю, как это работает, не спрашивайте. Но таким способом ставок не стоит злоупотреблять. Иначе можно остаться без денег. Да и это не профессионально. Как можно ставить, не анализируя матч? В принципе, этого достаточно знать, чтобы понять все о белой линии. Но есть и серая линия, помойная линия. Загадочная и непостижимая даже для профессиональных аналитических отделов и букмекеров. Букмекер не очень ее любит, так как здесь очень маленькие лимиты и большие шансы давать неправильные котировки. Эта неизведанная линия дает нам шанс проявить себя. Именно из-за этой серой линии я стал нежелательной персоной в букмекерских конторах. Не буду говорить, в каких букмекерских конторах меня не рады видеть и в каких букмекерках мои аккаунты порезаны. Но этот ролик не об этом. Но если же вам интересно, то я составлю пост в своих соцсетях, в каких БК я не могу играть. Господа букмекеры, напишите мне. Я хочу делать ставки у вас, лично со своего аккаунта. Как же мне надоели эти дропы, вы даже не представляете. Эта линия не для зевак и дилетантов, не для дурных аналитиков. Тут нужна сноровка снайпера,
систематичность, постепенность и дозировка. Это твой принцип прогресса в любом твоем увлечении. Только так можно работать с этой линией. Здесь ты охотник. Немного отвлекся от матча, за которым ты следил, просрал ставку. Поспешил заключить пари, просрал ставку. Поставил денег больше, чем обычно. Ну ты понял. Эта линия дает тебе возможность побывать в шкуре спортивного аналитика. Побыть букмекером, если получится. Посоревноваться с букмекерами, кто правильнее сможет проанализировать матчи. Зарубежные топовые конторы не дают такие матчи. У них нет информации по этим матчам, да и саму информацию найти очень непросто. Хотя, возможно, все и так понятно. Они не хотят портить свою репутацию этой помойной линии. На эти матчи мировые букмекеры не хотят и боятся писать линии. Нужно перерыть весь интернет на 10 разных языках мира, чтобы хоть как-то зацепиться за какое-нибудь событие или турнир. Ведь согласитесь, никто не захочет давать котировки на чемпионат по флорболу Сомали или волейболу Мозамбика. Если, конечно, такие виды спортов там существуют. Ну, посыл вы поняли. В этом наши букмекерские конторы вне конкуренции. Мое почтение. Линия у нас намного обширнее, чем за бугром, и приятно удивляет. Если же какая-нибудь букмекерская контора дает котировки до начала события, то смело можете попробовать проанализировать эти матчи. И возможно, букмекер допустил ошибку. И тогда вы найдете его ахиллесову пяту и сможете сделать правильные ставки. Поэтому сами анализируйте матчи. Находите такие турниры и расписывайте котировки коэффициентов для себя. И из этого делайте вывод. И самое важное – правильный выбор. В основном на серую линию котировки даются только в режиме лайв, а именно в прямом эфире. Здесь как дуэль между тобой и букмекером. Кто лучше подготовится к матчу, проанализирует события, тот и заберет все деньги. За это я и люблю серую линию. Она очень непредсказуемая и опасная. И да, там очень много договорников. То, что вы любите. Советую взять блокнот и ручку, выписать те команды и турниры, которые странным образом играли. В следующих турах вы к ним присмотритесь и сделаете вывод. В будущем вы научитесь выявлять продажные матчи, так называемые договорники, ну или, если хотите, леваки. Теперь вы знаете больше, чем 90% игроков. Для себя вы можете выбрать, в каком направлении линии вы будете развиваться. Выигрывать можно везде. Все будет зависеть больше от долбанного самоконтроля. Вот так быстро и просто вы теперь знаете типы линий. Теперь выбор за вами, на какой вы стороне. На белой, которая чистая, или на серой, которая помойная. Линия линией, но букмекеру по сути без разницы, какие давать вам матчи для ставок. Из белой линии или из серой. Букмекерская контора изначально уже в плюсе. Делая ставки, вы платите комиссию под названием маржа. Объясню проще. Зайди в какой-нибудь матч баскета или тенниса, который подразумевает только два исхода. Либо победа первого, либо победа второго, где нет ничьи. Найди матч, где коэффициент на победу первых или вторых будет 1,85 и в другую сторону тоже будет 1,85. Ну куда делись эти 15 копеек? Почему кэф не двойка с двух сторон? Букмекер забирает с каждой вашей принятой ставки примерно 7-8%. Но что такое 7-8% маржи? Когда можно забрать все у людей с косячной регистрацией. Поэтому надо было посмотреть первый ролик про регистрацию, чтобы не обоссаться в будущем. Почему азартные игры стали настолько популярны? Да все просто.
Такого количества интересных событий не дает ни одна зарубежная букмекерская контора. Сейчас каждая букмекерская контора дает не только грандиозные события киберспорта, футбола, баскетбола, но и дворовые соревнования. Дворовые соревнования, где ваш сосед каждый день играет в мини-футбол, ну грех на него не поставить. Где в соседнем доме ваш друг играет в футбол на PlayStation, ну поставишь же. Где ваш однокурсник дерется в поп ММА, ну как пройти мимо? Это стало очень увлекательно и одновременно страшно. Люди перестали понимать границы опасности, как их засасывает этот водоворот легких денег. Азарт стал обыденностью. Азарт везде. Иллюзия счастья и богатства. А может быть, счастье где-то рядом? Твоя семья, дети, друзья. После проигрыша, в порыве эмоций, очень сильно хочется отыграться. Я это знаю не понаслышке. Практически в каждом доме займы по паспорту. Везде висят эти огромные баннеры. Деньги, кредиты, ломбарды. Почему не взять денег, когда дают? Дают? Бери. Как нас учат с детства. Итог вы знаете. И так зарождается малыш-лудоман. Поэтому надо было